Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Жулинский и мой канал «Осознанная жизнь». И в этот раз мы поговорим о проблеме, которая уже, наверное, стара как мир. Это проблема курения. Меня всегда удивляло то, что, несмотря на то, что медицина уже накопила достаточно информации о том, какой ущерб курение приносит нашему здоровью, тем не менее миллионы людей во всем мире продолжают каждый день зажигать свою сигарету. И меня всегда удивляло вот это противоречие, что как же так, если курильщик берет пачку сигарет, и на этой пачке даже написано, что курение является причиной рака, или причиной сердечно-сосудистых заболеваний, или причиной бесплодия. Тем не менее, они, игнорируя эту информацию, продолжают затягиваться этим ядовитым дымом. Причиной невозможности отказаться от курения являются точнее, наши стереотипы, наши убеждения. И каждый курильщик в течение всей своей жизни обрастает целым комплексом различных убеждений, которые оправдывают и защищают его привычку, которые оправдывают невозможность отказаться от курения. Но насколько эти стереотипы, эти шаблоны мышления мешают нам развиваться, насколько они делают наше сознание костным, об этом мы поговорим с вами в сегодняшнем видео. Дело в том, что в нашем сознании есть два типа мышления – прогрессивное и регрессивное. Первый тип мышления направлен на оправдание того, что не дает нам развиваться, оправдание страхов, комплексов, на самоутверждение в слабостях. Такое мышление ведет к закрытости и сужению сознания, которое развивается относительно медленно. Второй тип мышления направлен на то, что делает нашу жизнь лучше и гармоничнее, на поиск новых способов самореализации и преодоления недостатков. Если в сознании преобладает второй тип мышления, такое сознание в целом более открытое и динамично развивающееся. Прогрессивное мышление ведет к расширению сознания. В определенные моменты жизни в некоторых ситуациях включается первый тип мышления, в некоторых – второй. Но важнее всего то, какой тип мышления у нас преобладает. Регрессивное мышление направлено на оправдание того, что мешает нам развиваться. И, как вы уже догадались, тем, кто курит, больше свойственен первый тип мышления. Даже, я бы сказал, курение активизирует первый тип мышления, когда курильщик хоть и понимает, что курение вредит, но ему уже привычен процесс курения, и он не в силах от него отказаться. Каждый раз перед тем, как зажечь сигарету, курильщик встает перед выбором – курить или не курить. Каждый раз делает этот противоречивый выбор в пользу курения, вопреки пониманию того, что это вредит его здоровью. И с каждой выкуренной сигаретой сознание курильщика становится все уже и уже. Кстати, любая вредная привычка активизирует первый тип мышления и ведет к сужению сознания. Соответственно, людям с преобладанием второго типа мышления гораздо проще отказаться от курения. Человеку с прогрессивным сознанием проще осознать вред курения и преодолеть зависимость от табака. Ну а как обстоят дела у курильщиков? Ведь курильщики знают, что курение наносит непоправимый вред здоровью, но у них снова и снова включается первый тип мышления, и они просто оправдывают свою привычку. Чаще всего перед тем, как зажечь сигарету, курильщик думает: да ладно, у меня здоровье вроде бы нормальное, а все болезни либо генетические, либо предопределены. Ну, мой дед курил и прожил 80 лет. Ну а кто знает, а если бы не курил, возможно, прожил бы и все 120. Курение расслабляет. Да у нас на работе все курят, все мои друзья курят. И если я перестану курить, с кем же я тогда буду общаться? Если я перестану курить, меня просто друзья не поймут. Некурящие люди тоже умирают и болеют. И логически все верно, да только болеют некурящие люди гораздо меньше и живут в среднем по статистике на 15-20 лет дольше курильщиков. Не лишним будет сказать следующее. Курильщики значительно подрывают свое здоровье. У них в 2-3 раза чаще бывают сердечно-сосудистые заболевания, в 12 раз инфаркт миокарда, в 13 раз чаще стенокардия, в 15-30 раз чаще рак легких. Курильщики чаще страдают ОРЗ, бронхитами, астмами, у них нарушаются зрение и слух.
часто развивается рак губы, рак гортани, голосовых связок, пищевода. Курящие женщины в 42% случаев вообще не могут иметь детей. Дети, родившиеся у курящих матерей, ослаблены и больны. Кстати, как-то одна моя знакомая мне сказала: «Я не завидую вам, не курильщикам, потому что ваша жизнь очень скучная. Ведь только в курилке складывается самая теплая атмосфера для общения». Все то, о чем я сказал вам выше, это просто отговорки, основанные на устойчивых стереотипах. И общество курильщиков живет этими стереотипами, активно в них самоутверждается и распространяет. Поэтому человеку, который захочет бросить курить, придется преодолеть не только никотиновую, но еще и психологическую и социальную зависимость, особенно если в обществе очень большой процент курящих, как, например, в нашей стране. Опасно то, что многими курильщиками курение воспринимается чуть ли не как неотъемлемый элемент культуры современной активной деловой жизни. Итак, курение влияет напрямую на наши интеллектуальные способности. Если мы осведомлены о том, что та или иная вредная привычка вредит нам, но мы ищем этой привычке оправдания, наше сознание сужается. Оно костенеет, его переполняют стереотипы. Образно говоря, сознание курильщика подобно сухому сморщенному яблоку. Если же мы понимаем, что какая-то привычка нам вредит, и при этом ищем способы преодоления зависимости от этой привычки, тогда наше сознание расширяется, становится более светлым и свободным от каких-либо стереотипов. Такое сознание подобно спелому яблоку. И если вы хотите бросить курение, вам следует всегда помнить, что жизнь наполнена радостью и предоставляет нам неограниченные возможности для самореализации и счастливой жизни. Друзья, если эта тема актуальна для вас, мне очень важно ваше мнение. Пишите комментарии, задавайте вопросы, обязательно на них отвечу. Поддержите проект, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока!